Вы нашли это видео совсем не случайно. Почему? Потому что вас ждет общий расклад Таро на судьбу, на ближайшее будущее, которое будет проведено по домам оракула Ленорман. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, и мы с вами посмотрим, что вас ждет в каждой из сфер вашей личной жизни. Ну, а поскольку мы проводим наши гадания в преддверии праздника Хэллоуин, веканский такой праздник, да, где на поверхность, да, или в реальность рвутся темные силы, мы проведем его на темной колоде ужасов, да. Но мы не будем концентрироваться именно на негативных влияниях, а просто посмотрим все сферы вашей жизни в том контексте, который откроют карты Таро. Именно карты Таро, а не оракул Ленорман. Итак, друзья, настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Давайте по традиции начнем с того, что посмотрим, какая ситуация, как вас видят карты Таро сегодня. Именно вас, ваши энергии. Смотрите, на раскладе, как минимум, королева кубков. Особенно расклад актуален для женщин или для мужчин, которые имеют отношения с женщинами, особенно если женщина водной стихии. Рыбка, рачок или скорпиончик. Ну, неважно, какой вы стихии женщина, главное, что вы женщина эмоциональная. Но вот эта женщина, королева кубков, умеет хранить эмоцию. То есть вы, скорее всего, храните эмоцию, а может быть, какую-то эмоцию не показываете. Хорошо, давайте дальше. Пережили вы недавно какую-то неудачу в жизни. Пятерка мечей. Вы недавно пережили или неудачу, или предательство, или проигрыш. В общем, может быть, и эту эмоцию вы прячете, и вам, может быть, даже и хочется поплакать. Может быть, так вы наедине с самой собой или с самим собой делаете, но, возможно, вы это не показываете, но хочется, да. Окей. Что еще видят карты? Верховную жрицу видят. Вас, я вижу какие-то неудачи, которые вас преследуют, возможно, из-за женщины, которую вы не видите, не знаете, а возможно, из-за магии, в том числе и из-за женщины. То есть тут уже смотрите по своей ситуации. Жрица, то есть не все так светло в вашей личной жизни на сегодня. Кое-чего вы не знаете. Кое-что вы успели потерять, проиграть, и как оно будет дальше, вы тоже не знаете. Да, вот. И, возможно, и чувствуете, что что-то происходит не так, или что-то идет в личной жизни не так. Подозреваете, может быть, женщину, может быть, чувствуете, но не уверены до конца. Да? Ну и, как минимум, какое-то поражение вам закрыло возможности двигаться вперед или мешает двигаться вперед. Жрица всегда мешает идти вперед. Окей, что еще видят высшие силы? Рыцарь Пентаклей. Могут быть неприятности на работе с мужчиной. У мужчины с женщиной могут быть неприятности. Сложные кармические отношения с мужчиной. Особенно если мужчина работяга или служит. Вот так. Ну и могут быть трудности у вас со здоровьем здесь. Вы сейчас переживаете, потому что рядом жрица. И, кстати, вам желательно обратить внимание на здоровье, на работу, да, на вот такое. То есть вы чего-то не знаете о своем здоровье, работе и мужчине, который на службе. Ну и, может быть, вы пережили какое-то предательство, особенно если вы женщина, от мужчины, который может быть связан с женщиной. Ну и пустая карта. Вы чувствуете, что не можете контролировать ситуацию, но не показываете это эмоционально. Да? То есть вы как бы пытаетесь быть спокойной, при том, что не все так хорошо у вас в личной жизни, ну, особенно в тех аспектах, которые я уже проговорил. Да? Окей. Хорошо, давайте пойдем по домам. Но прежде чем мы пойдем по домам, я хочу еще задать вопрос именно духу Хэллоуина.
темному духу, да? Вот темный дух. А как ты видишь того человека, который пришел на расклад? А темный дух вам говорит, что тот, кто пришел на расклад, человек, который имеет такой шанс стать здоровым прежде всего, потому что у вас по здоровью здесь проблемы, стать обеспеченным и реализовать свой финансовый потенциал и канал. То есть, видите, у вас сейчас идут неудачи, и вы как будто бы пытаетесь управлять хаосом, да, вот он хаос. Пытаетесь управлять ситуацией, плохо на нее воздействуете, у вас не получается, вы, может быть, переживаете, проигрываете, вам мешают, закрывают дороги, даже могут совать палки в колеса, да, жрица, она сует палки в колеса. Но это у вас не просто так. Это дает вам, с точки зрения темных сил, стать богаче и здоровее. Ну, не то чтобы разбогатеть, да, а вот открыть свой финансовый канал. Интересно, посмотрим. Хорошо, давайте теперь перейдем к домам, да, и посмотрим. Вот в доме всадника, да. Ну и понимаете, да, новости или перемены, которые вас ждут, которые на пороге. Новости и перемены на пороге. А у вас новости и перемены на пороге о вашей судьбе. Ваша судьба меняется, а вы не подозреваете. Прекрасно. И это опять, смотрите, колесо фортуны. Это все, что касается здоровья, денег, работы, самореализации, успеха. Особенно если вам сейчас не везет. Или у вас действительно проблемы, те, которые я проговорил. Особенно те, которые я проговорил. Да? Хорошо, второй дом. Дом клевера. И как раз рядом с ним карта клевера, да, колесо фортуны. Вот что может принести вам неожиданное везение или шанс? Где искать вот эту фортуну? Да, вот дом клевера. Где искать фортуну? Так, дом клевера. Где искать фортуну? Обалдеть. Это 23-й аркан, но он дополнительный. Счастливая белка. Где искать фортуну? Вам покажет праздник Хэллоуин. Можете искать среди зверей. Можете искать на Хэллоуин. Но белка обычно, она о домовитости, запасливости. Где искать фортуну и успех? Там, где есть деньги. Там, где есть движение финансового канала. Там, где есть накопление. Поэтому успех и фортуна у вас в области торговли, банковского дела, бизнеса, расширение финансового канала, лес, темные силы в том числе. Ну и накопление. Возможно, у вас получится забрать долг или забрать какой-то вклад, например. Да? Ну или вернуть утраченное. Хорошо. Не просто так счастливая белка выпадает. Дом корабля. Как раз вот дом корабля, над ним жрица, да. А дом корабля – это движение. Вот и как раз и посмотрим. Вот, может быть, какое движение придет на смену того, что вас останавливает. Может, путешествие, может быть, перемена. Давайте посмотрим. А движение у вас в сторону девятки жезлов. А девятка жезлов – это всегда движение к цели. Поэтому ваш корабль судьбы будет двигать вас к цели. Но она у вас должна быть поставлена до 31 числа. Любого месяца, особенно 31 октября, любого месяца, 31 число которого будет в ближайшем периоде. То есть 30-31, да, понимаете. Поэтому куда вы движетесь? Да? Вот какая перемена? Перемена у вас связана с вашей целью. Но цель должна поставлена. А если быть поставлена? А если она не поставлена у вас, вам ее придется поставить. А если уже поставлена, то есть сейчас, то цель может поменяться. Слышите, да? Поэтому смотрите, если у вас была старая цель, у вас может появиться новая цель. А если цель не поставлена, вы ее поставите и будете двигаться к цели. Поэтому, скорее всего, это обновление цели. Все-таки почему? Потому что колесо фортуны здесь у нас есть, это карта перемен, да, то есть. Окей. Дом дома. И интересно, над домом дома как раз семейная карта. Рыцарь Пентаклей, особенно это касается мужчин, мужа. Ну и если мужчины смотрят, то жены. Вот что сейчас происходит в вашем доме и в личном пространстве. Давайте и проверим.
Ну, у вас в личном пространстве идет очень сильное волнение. Вы закипаете, и вы действительно, скорее всего, прячете какую-то эмоцию. И мужчина какой-то, возможно, да, вас выводит на эмоцию, волнует вас, вы из-за этого переживаете. Поэтому в вашем доме сейчас происходит кипение. Огонь воды – это кипение, да, или пар, да. Ну, смотрите, в вашем доме сейчас есть эмоциональное волнение по поводу мужчины или связанное с мужчиной, или вызванное мужчиной. Дом дерева. Давайте посмотрим, что влияет на ваше здоровье, корни, да, ну это больше род и личное пространство. Что влияет на ваше здоровье, род и личное пространство? Семерка кубков, иллюзии. Ну, я бы тут сказал бы, что больше, учитывая то, что есть хаос, это может быть морок, и это может быть, ну, неадекватное эмоциональное состояние. Опять-таки, на ваше здоровье родственников и эмоции влияет либо магия, либо то, что вас эмоционально вышатывает, как минимум, либо вот этот король кубков, либо вот эта жрица, либо тот человек, который предал вас. Да? То есть вот так. Хорошо. Следующий дом туч. И давайте тогда по тучам спросим сегодня вопрос, а вот в какой сфере сейчас скрыта неясность или ваша там тревога, да? Неясность и тревога скрыта в зоне риска и ваших страхов. Вот того, чего вы боитесь, особенно если это связано с какими-то рисками, вот в этой сфере и спрятана неясность и тревога. Поэтому вы боитесь как минимум рискнуть, может быть, что-то отпустить, может быть, что-то потерять. То есть рискнуть, отпустить и потерять. Вот там все ваши неясности, тревоги, и это источник ваших, возможно, страхов, ну и, возможно, это источник вашего дисбаланса в эмоциональном состоянии. Да. Ну, окей. Следующий дом змеи. Давайте посмотрим, вот кто или что может быть источником обмана, опасностей. Может быть ревности, может быть соблазна. Туда же спросим. Но тут нужно понимать, каким высшим силам вы отдаете предпочтение. Источником обмана для вас будут те высшие силы, которым вы больше всего доверяете. То есть, если вы доверяете высшим силам, они вас могут обмануть. Если доверяете темным, они вас могут обмануть. Поэтому источником обмана есть духовная связь с высшими силами. Возможно, сейчас она для вас не является той точкой опоры, и доверять высшим силам и низшим силам не нужно. Ну, может быть, из-за того, что, например, вы доверяете больше высшим силам, а учитывая то, что Хэллоуин, например, да, и темные силы будут играть большую роль, возможно, стоит доверять больше тем силам, которые вы не доверяете. Поэтому вы входите в период, да, где опасность от того, чему вы доверяете. Да, вот понимаете, да, вот так. Поэтому опасайтесь того, кому вы доверяете. Особенно, если у вас было предательство какое-то, да, или оно еще не произошло, но вы это предчувствуете. Вот так. Хорошо. Следующий дом, 8-й дом гроба, по-моему, насколько я помню. Вот давайте спросим, что требует завершения, может быть, трансформации и удаления из вашей жизни или очищения, да. Но смотрите, вам нужно, да, завершить либо начатое, либо движение к той цели, которая уже есть. Учитывая то, что я сказал, что ваша цель может поменяться, смотрите, по шестерке жезлов это успех и триумф. Поэтому вам нужно перестать гнаться за успехом, а особенно за триумфом. Поэтому если ваш успех
грандиозный, и, скорее всего, вам нужно пересмотреть свою цель и задачу, и ваша цель и задача должна быть, возможно, намного более простая и более реальная, нежели она есть сейчас. Следующий дом, 9-й дом букета, вот где ожидается внимание или знак благодарности от судьбы. А внимание вам пойдет от короля жезлов. Мужчина огненный, лев, стрелец или овен. Это может быть начальник. И мужчина, который связан с бизнесом, с политикой, с землей, с аграрным сектором, вообще с управлением. Мужчина очень властный, противоречивый, вспыльчивый, огненный, светловолосый, рыжий, может быть даже и темный, потому что это южная карта. Хорошо. А благодарность судьбы или знак благодарности от судьбы ждите в виде мужчины. Возможно, этот мужчина каким-то образом будет в чем-то вам помогать, да, преодолевать какие-то трудности. Коса. Следующий дом. Что нуждается в решительном действии? Отсечении, например. Да? Вот что нужно отсечь? Или в выборе в каком-то. Да? Знать или не знать. Идти, не идти. Делать, не делать. То есть, вам, скорее всего, надо знать, идти, делать, рисковать. А вы боитесь по 8 мечей. Поэтому вам действительно нужно отсечь от себя страхи. Возможно, отсечь то, что вас держит на месте. Это привязки. Обратите внимание, здесь 8 мечей как с привязками идет. Да? И вам нужно именно отсекать то, что причиняет вам боль, и то, что колет вас, покалывает, возможно. Что покалывает вас? Догадайтесь сами на основании своих ощущений. Давайте посмотрим следующее. Метла. Дом метлы, да, как раз. С чем связаны повторяющиеся ситуации, конфликты или то же самое очищение, потому что рядом был у нас коса, это тоже очищение иногда. Повторяющиеся ситуации у вас связаны с деньгами, с женщиной-козерогом, тельцом, девой, женщиной, которая считает деньги. Возможно, это домохозяйка, возможно, она работает в банке, может быть, в каком-то кредитном, финансовой какой-то установе. Да? И, по сути, вам нужно избавиться от этой женщины, от королевы Пентаклей. Или от ее влияния, особенно если она влияет на вашу семью и на ваш финансовый канал. Может ли это быть начальница ваша? В принципе, может. Хорошо, дом птиц. Давайте спросим, какие разговоры, сплетни или известия влияют на вас прямо сейчас? Очень плохие. Особенно, если это на работе или в бизнесе. Больше это о работе, о карьере, о какой-то корпорации. Но эти разговоры, сплетни и кривотолки, да, известия, да, они вас разрушают, они вам мешают. То есть, о вас действительно часто говорят, и особенно, если у вас там чешется все, или голова болит, или щеки горят, уши горят, там, лицо чешется, нос чешется, вот такое. Эти сплетни, эти разговоры негативные, разрушающие, и лучше бы их не было. Особенно на работе, особенно в корпорации, в группе в какой-нибудь и так далее, в коллективе. Хорошо, давайте посмотрим теперь, это 13-й дом, дом ребенка, да. Что новое зарождается в вашей жизни и требует доверия. Новое, что требует доверия вам. Зарождается у вас финансовый канал. Смотрите, сегодня день про финансовый канал. 6 пентаклей. Зарождается помощь. И вам придется доверять человеку, который вам либо дает деньги, либо берет. Но тут нужно понимать, в роли кого. Вы в роли дающего или в роли берущего. Если вы берущий, вам придется, естественно, доверять
кредитору. Ну, а если вы, наоборот, дебитору, да, наверное. Ну, тому, кто дает, я уже запутался. Подустал чуть-чуть. Короче, если вы берущий, вам спонсору надо доверять. А если вы спонсор, то вам придется доверять тому, кто у вас берет. И если боитесь рисковать давать, то располовиньте как минимум ту сумму, которую хотите дать. Такой совет вам. Потому что риски потерять есть. Следующий дом. Дом лисы. Давайте спросим по лисе. Вот где нужно проявить осторожность, хитрость, интуицию. Осторожность, хитрость и интуицию вам нужно проявить там, где вас ждало что-то неприятное, в том числе и предательство. Вот оно. С тем, где вас ждало что-то неприятное, это связано с неприятной эмоцией из прошлого. То есть, еще раз, будьте хитры и осторожны там, где вы уже обожглись. Это всегда отсылка к прошлому. Особенно, если вас кто-то обидел и, например, ну, или вел с вами как-то не очень. В общем, короче, со старыми врагами будьте осторожны. И хитры в том числе. Ну и с человеком, о котором вы, возможно, тоскуете, а он с вами повел как-то не очень хорошо. Тоже будьте осторожны. Особенно, если приявится на порог и, например, будет просить о помощи, в том числе и финансовой. Ну и будьте осторожны, если вы наступаете на второй раз на те же грабли или третий раз и так далее. Хорошо. Дом медведя. Дом медведя. Вот в чем проявляется ваша сила? Может быть, защита и влияние, постороннее влияние сильной личности на вас. Ну, императрица – это берегиня. Смотрите, ну, если у вас есть сила, ваша защита, да, вот в чем она проявляется? Она проявляется в спокойствии. Поэтому, если вы беспокойны, силы и защиты у вас нет. Если вы спокойны, тогда сила и защита у вас есть. Ну и, соответственно, у вас есть и здоровье, и деньги. Учитывая то, что расклад у вас такой противоречивый немножко, и он направлен на то, чтобы вам открывать финансовый канал больше, да, как бы привлекать деньги, то, возможно, вашего спокойствия вам не хватает. Ну и, соответственно, немножко не хватает ни сил, ни здоровья, ни финансового канала. А учитывая то, что влияние сильных людей на вас в чем заключается? Так вот, сильный человек для вас – это женщина, телец, дева и козерог, особенно если это ваша мама или человек, женщина, который о вас заботится. Может ли это быть ваш ребенок? Да, если он о вас заботится. Тогда это сильный для вас человек, особенно если это дочь. Хорошо. Вот звезды давайте посмотрим. Дом звезд. И спросим, вот какие мечты, вдохновения или духовные цели ведут вас вперед? Каков ваш ориентир, маячок? Что для вас этот маяк? Ну, четверка мечей, она часто о покое. Поэтому какая ваша мечта? Обрести покой, спокойствие, выспаться, отдохнуть телом, душой, мозгами, то есть просто успокоиться. Но вас также может вести дух покойника. Особенно если вы в хороших отношениях с спокойным человеком, особенно спокойным мужчиной. Это может быть кто угодно, но здесь вот четверка мечей выпала так, и я вам ее обязан озвучить. А вы напишите, есть ли такой человек, или это все-таки ваше спокойствие. Да? Хорошо, давайте теперь в домике аистов. Да? Спросим, вот какие положительные перемены вот на пороге вашего дома или на пороге вашей семьи, дом аистов. Положительные перемены. Звезда, исполнение мечты, очищение пространства вашего дома, ваше личное очищение, очищение ваших мыслей от негатива. Возможно, вас ждет что-то красивое в вашем доме, а возможно, вас ждет красивая женщина. Ну и если вы занимаетесь своим здоровьем и красотой, как женщина или как мужчина, вас ждет успех в этих направлениях. Прекрасно. Мне нравится сегодняшний расклад, несмотря на то, что карты достаточно
страшноватые. Хотя мы работаем сегодня с темными энергиями. Обратите внимание, если вам сегодня комфортно работать со мной с темными энергиями, значит, вам резонирует моя темная сторона. Давайте зайдем в дом собаки и посмотрим, кто повлияет, проявляет, точнее, не повлияет, а кто проявляет, да, вот именно так. Спросим, кто проявляет к вам искреннюю дружбу, верность и поддержки. Ваш настоящий друг, кто он? Ваш настоящий друг – это ваш страх. Именно он, возможно, вас пока что сохранил от чего-то более плохого. Между прочим, страх – это безусловный рефлекс нашей психики, который нам говорит «стоп». Поэтому в доме собаки живет страх. Но смотрите, здесь вот в том-то все и заключается, что, возможно, карты вас с одной стороны подталкивают не бояться рисковать. Ведь здесь, видите, 8 мечей. Поэтому вам нужно еще раз послушать этот расклад, да, вот от начала до конца желательно. И посмотреть, как вам срезонирует эта 8 мечей, все остальные карты. И когда вы дойдете до страха опять, вы поймете, страх вам настоящий друг или он вам настоящий враг. А настоящий друг тогда у вас будет кто? Здоровье и бесстрашие. То есть, возможность рисковать. И здоровье – это всегда адекватное количество энергии, которое питает вашу психику, а психика уже взаимодействует с майей, да, с иллюзией. Хорошо. Давайте зайдем в дом башни и спросим, вот в какой сфере вы чувствуете одиночество, или, может быть, стремитесь к независимости. Да? Вот в чем вы стремитесь к независимости, к свободе. Да? Вот в чем вы стремитесь к свободе? Вы стремитесь к свободе в отношениях с мужчиной, с хозяином, возможно, с мужем, но для вас настоящая свобода – это финансовая свобода и независимость. А также вы хотите быть свободно здоровым человеком. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы хотите наполниться энергией. Король Пентаклей – это всегда деньги, энергетика рода и отношения с мужчиной. И финансы. Да? Хорошо. Следующий дом. Дом сада. И давайте спросим, вот где стоит открыться миру, да, и выйти на свет, заявив о себе. Где заявить о себе? Где стоит открыться миру? В политике, в финансах, в управлении, в контроле, в бизнесе. И, возможно, нужно заявить о себе хозяину или руководителю, особенно если он мужчина. Общественная деятельность тоже, может быть, вас ждет. Император. Хорошо. Давайте посмотрим в доме горы, вот что мешает продвижению вперед и от вас потребует терпения. Что требует терпения и мешает двигаться вперед? Ваши сомнения, страхи и переживания, ваши тревоги. Поэтому все-таки я склонен предположить, что ваш не друг страх, а друг бесстрашие. Но все-таки переслушайте еще раз, потому что все-таки к этой карте лучше прийти от начала до конца. Потому что карты на самом деле страшные специально, да, для того, чтобы резонировать в теневых аспектах. Да. Хорошо, следующий вопрос. Давайте спросим. Вот мы стоим на развилке, да, и какой важный выбор стоит перед вами и к чему он приведет? Какой важный выбор стоит перед вами? Плыть или не плыть? Идти, не идти? Ехать, не ехать? Ехать мне в Израиль или не ехать? Да? Открывать, не открывать? Смотреть, не смотреть? В общем, смотрите, перед вами стоит важный выбор. Вам идти вперед, не налево, не направо, понимаете? Вам идти туда, куда вы обозначили цель, или не идти. К чему он приведет? Этот выбор приведет вас к перспективе, к той, на которую вы нацелились.
Но учитывая то, что вам нужно либо поменять цель, либо поставить перед собой цель, успеть поставить цель. Поэтому, если вы успеете поставить цель до 31 числа, то это приведет вас к поставленной цели. Эта карта здесь просто как подсказка, да, или как подтверждение того. А если у вас цель, которая недостижима, и вы идете к ней, як кажуть, як хрома качка, то вам не треба йти до своєї цілі, тим напрямком, яким ви йдете, да? Бо він, можливо, вже не ваший вже. Розумієте? Бо вже ви на інших шляхах свого особистого життя і існування. Окей. Следующий дом – дом крыс. Где теряются ваши силы, энергия и ресурсы? Да? Где вы теряете? В чем вы теряете? В прошлом вы имеете какую-то эмоцию, эмоциональную привязку, может быть, психоэмоциональную, да? Психоэнергетическую привязку к прошлому. Шестерка кубков. К какому-то прошлому ценному для вас подарочку судьбы, но вы к нему привязаны эмоционально. Если это не эмоция, а она у вас здесь скрытая, подавленная, вытесненная, возможно, это с точки зрения психологии. А так, на энергетическом уровне это может быть привязка, кармический узел. И вот там вы теряете. Теряете силу, здоровье, финансовый канал, возможность самореализации и возможность успешной, богатой жизни. Окей. Хорошо. Сердце, дом сердца, да? Вот что происходит в вашей любовной сфере, в чувствах и в эмоциональном мире, да? Вот как раз и проверяем. У вас там застой, и при этом на этот застой очень сильно влияет семья, родственники. И родственники, возможно, того человека, который влияет на этот застой. Можно сказать, что там стабильно, но так много гремлинов, да? А гремлины, как вы знаете, они такие не очень чистоплотные. То есть в вашей любовной сфере застой, который может быть вызван влиянием родственников вашего рода. Это только подтверждает какие-то кармические моменты, и в том числе и, может быть, эмоциональные привязки к человеку, который был вам родственником. Может быть, он в другом мире, а может быть, он просто не с вами сейчас. Да? Хорошо. Следующий дом. Вот дом кольца, да? Вот каковы ваши обязательства, связи и договоренности с другими людьми, да? Давайте посмотрим. Ваши связи, обязательства и договоренности с другими людьми находятся в стадии конфликта и войны, рассорки, агрессии и потенциального разрыва. Следующий дом – дом книги. Вот что пока остается тайной или требует раскрытия истины? Тайной для вас являются отношения в семье, с семьей и с родственниками. И, соответственно, требует раскрытия истины ваша семья и семейная жизнь, ваш род. Там стоит покопаться и поискать. Хорошо. Дом письма. Какое известие, предыдущий был дом книги. Какое известие, сообщение или документ скоро придет в вашу жизнь? Что-то связано с свидетельством о браке и документ, который разрешает вам двигаться или позволяет двигаться вперед. Карта влюбленные. Может быть, это брачное свидетельство, может быть, это тот документ, который разрешит вам действовать и применять свои знания и движения, свободу передвижения. Может быть, какое-то освобождение от чего-то, или разрешительный документ. Но вам этот документ нужен, он вам нравится, вы его хотите, вы его любите потенциально. Или хотели бы, чтобы он у вас был. Хорошо. Давайте в дом мужчины зайдем. Он у вас тут с трубой, парень.
Что важно понять о мужской энергии вам или о конкретном мужчине в вашей жизни? Он отшельник. Вот это и понимаете. Но поймите, этот человек не глупый, мудрый, зрелый и любит быть самостоятельным, одиноким. Может быть, он сигма. Почитайте, если интересно, кто такие мужчины сигма. Ну и, возможно, ваши мужские энергии, они связаны каким-то образом с одиночеством. Ну, для женщины это не очень хорошо, и это может... Корни могут уходить в род по линии отца. Хорошо, а давайте тогда в доме женщины спросим, вот что отражает ваша женская энергия, ну или важная женщина в вашей судьбе, если вы мужчина или там вы женщина, у вас там может быть какая-то есть важная женщина. Ох, женская энергия у вас отражает вот этот аркан 13. Это страсть и постоянные трансформации. Но если вдруг вокруг вас все мрут как мухи, возможно, у вас что-то есть с вдовством. 13-й аркан. Ну, и это может быть порча на смерть. Может быть. К сожалению, но я о ней должен упомянуть здесь. Хорошо, но это если вдруг постоянно вот кто-то вокруг вас выпадает в осадок на другой мир, да, в другой мир переходит. На небо или под землю, я не знаю, у кого как. Дом лилий. Вот где вы обретаете внутренний покой, гармонию и зрелость? Ну, условно говоря, дом лилий мы сегодня посмотрим с вами как место вашего комфорта, да, или место силы. Место вашей силы, оно где? У вас есть место силы. Это, возможно, какое-то кафе, бар, ресторан, место, где можно хорошо посидеть, отдохнуть, покушать. И это то место, где вы чувствуете покой, наслаждение, сытость, комфорт и кайф наедине с самим собой. Прекрасно. Так и выпадает. Место силы, на место силы выпало место силы. Это о чем? Это говорит о том, что вам действительно нужно искать место силы, и вам нужно восстанавливать свою энергетику. Задумайтесь об этом. Хорошо. Давайте вот зайдем в дом Солнца. Вот что принесет вам успех, ясность, уверенность и сияние вашего эго? Обалдеть, в доме Солнца выпадает Солнце. Вот вы не просто так нашли это видео. Вам принесет успех ваш успех. Вы станете просто успешным человеком. Вы просто обязаны им стать. И будете веселиться, смеяться и кричать от радости. Именно от радости и счастья. Именно вот радоваться. Вот как вот этот вот волшебный подсолнух, да. Не помню, из какого это фильма, да. Какое-то дитя кукурузы, да. Неважно. В общем, смотрите, в доме Солнца у вас будет очень много энергии, сил, здоровья. И как личность, это карта личности, на секундочку, вы станете заметным и успешным. Хорошо. Что в доме Луны? Вот какие чувства, какая интуиция, какие признания важны для вас? Для вас важен выбор вашего партнера. И для вас важны чувства любви. Что вас любят? Чувство, что вы любите. Признание в любви. И ваш путь должен стать путем любви. Любой путь – это всего лишь путь. И у каждого пути свое направление. Но один путь имеет сердце, а другой путь его не имеет. Поэтому вам нужна половинка на вашем жизненном пути. И она, скорее всего, повстречается вам с большей долей вероятности, чем с меньшей, если что. Дом ключа. Вот в чем скрыто ваше решение? Либо ваш выход, или понимание сути происходящего. Вот в чем ключ расклада. Да? А вот ключ скрыт. Ключ вашего решения – это управление своей судьбой. А вот здесь вот еще раз обязательно пересмотрите вот эту карту от начала до конца, до вот этой карты через эту. Смотрите,
ключ расклада в том, чтобы начать управлять своей судьбой. Особенно если вы женщина, если вы мужчина, вам нужен компромисс в управлении женщины вами. То есть где-то что-то есть, какой-то перегиб, если вы мужчина. Ну а если вы женщина, вы должны стать вот этой женщиной-кошкой. Ну или начать фиячить в хорошем смысле слова или ведьмачить тоже в хорошем смысле слова. Поэтому ключ или решение, да, или выход. Выход – это контроль энергии. Творите свою телему самостоятельно. Да? Создавайте свою реальность вне зависимости от того, как на эту реальность пытаются влиять другие. Дом рыб. Вот где скрыт источник вашего изобилия? Доходов или духовного богатства. Источник вашего изобилия. Источник вашего изобилия находится в креативе и нестандартном мышлении, в хитрости и предвидении, предугадывании и, возможно, в тщательном изучении и анализе. Это загадки разума и логика. Ну и, возможно, ваша фриковатость является скрытым источником вашего изобилия, доходов и духовного богатства. Дом якоря. Вот что удерживает вас? Стабилизирует или требует верности выбранному пути? Якорь. Смотрите, вас удерживает цель. Вас может удерживать мужчина-любовник. Вас может удерживать женщина-любовница, если вы мужчина. И вот вопрос. Что требует преданности выбранному пути? Это, конечно же, цель. Да, в конечном итоге. Рыцарь жезлов – это цель. Но учитывая то, что цели здесь нужно пересматривать в этом раскладе, скорее всего, ваша цель таки требует некой коррекции и более внимательного подхода. Может быть, вы на пути к цели каких-то деталей не замечаете, упускаете и благодаря этому теряете либо результат, либо, может быть, достигаете результат не в том виде, который хотели бы получить. Да? То есть частота результата совершенно другая. Поэтому вы можете, условно говоря, создавать какой-то продукт, но этот продукт может быть намного чище, лучше, качественнее и приносить еще больше кайфа. Поэтому якорем для вас является цель. Она, с одной стороны, вас останавливает, а с другой стороны, требует преданности или пересмотра. И тут уже по раскладу смотрите сами. Вам нужно корректировать или полностью менять, или ставить вообще ставить цель, потому что цели, возможно, у вас такие нету. Или эта цель не ваша. Да? Крест. Вот какой урок или испытание, или судьбоносное предназначение проходит душа ваша прямо сейчас в этом раскладе? Умеренность. Ваша душа проходит урок родственных душ. Возможно, через этот расклад, через мою душу вы слышите что-то свое. Возможно, вы проходите отношения с мужчиной или женщиной. И это отношения родственных душ. Вы ищете себя, ищете свое внутреннее «я», свое внутреннее искусство. И вы ищете компромисс между светом и тенью, между добром и злом, между хорошим и плохим, между тенью и самостью. И прямо сейчас, в этом раскладе, возможно, вы найдете тот глоток чистой воды, который оживит вашу душу и через слезы вытеснит из вас или выпустит наружу ту скрытую эмоцию, которая так долго причиняла боль, страдания вашему сердцу и вашей душе. И пусть эти слезы прольются на землю, и из этой земли вырастут замечательные розы с колючими шипами, аромат которых унесет вас в новую реальність. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось.